Всем привет, Самиторичан! Думаю, многие знают, что в Японии очень много стихийных бедствий. За счет того, что Япония лежит на разломе плит, здесь происходит очень много землетрясений, как маленьких, которые мы не чувствуем, так и более больших и разрушительных, которые могут разрушать старые дома, трещины в дорогах могут появляться, оползни в горах и даже иногда цунами, если землетрясение произошло в океане. Кроме того, в Японии есть целый сезон тайфунов, когда на Японию в конце лета и осенью идут тайфуны. Это сильный ветер и сильный дождь, из-за которого могут переполняться и переливаться реки, оползни в горах происходить, крышу может снести сильным ветром и так далее. Поэтому в Японии иногда бывает не очень безопасно. Но за счет того, что в Японии так много стихийных бедствий и они происходят периодически, у японцев совершенно другое отношение к этому. И я сейчас говорю не только о том, что в Японии строят специально дома по специальным технологиям, чтобы они были сейсмоустойчивые и не разрушались от сильных даже землетрясений, но и о том, что каждый японец готов к тому, что что-то произойдет. Опасность землетрясений, цунами и тайфунов не только в том, что ваш дом может быть разрушен, но также в том, что может быть разрушена инфраструктура целого города. И это довольно длительная проблема, поскольку если были большие разрушения, то может не быть воды, газа и света неделю или даже несколько недель. Допустим, пару лет назад в Токио был довольно большой тайфун, из-за которого не было воды и света в некоторых городах, и кроме этого не было ничего в магазинах, поскольку люди накануне тайфуна побежали в магазины и скупили все. Скупили всю еду, весь рис, воду, туалетную бумагу, на полках не было ничего. И если вы успели купить что-то, то вам повезло. Но также было много людей, как мы, кто пришел в магазин и ничего не было. И даже после окончания тайфуна еще нужно было какое-то время, чтобы в магазине все это восстановилось. Поэтому какое-то время не было еды и воды в магазинах. И хоть в Японии и редко бывает такое, что выключают горячую воду или просто воду выключают, свет редко здесь выбивает, или плановые какие-то отключения редко бывают. Но бывают вот такие форс-мажорные обстоятельства, когда происходит тайфун или землетрясение, и из-за этого может не стать воды или света, или еды в магазине, поэтому нужно быть к этому готовым. Иногда я в шутку говорю, что мы готовы к концу света или к зомби-апокалипсису, потому что почти у каждого японца дома есть экстренный рюкзачок для вот таких вот случаев. Во многих японских магазинах есть вот такой отдел с товарами для подготовки к стихийным бедствиям. Только посмотрите на эту милую и пугающую одновременно картинку с горящим домом. В этом отделе есть много необходимых вещей для жизни в Японии. Например, вот это наклейки для мебели, чтобы приклеивать мебель к полу, чтобы она не шаталась и не падала во время землетрясений. Кроме наклеек, также есть вот такие палки, которым можно приделать мебель к потолку, чтобы она не шаталась, а также вот такие цепи, которым можно прикрепить мебель к стене. И также разные замки для полок, которые удобны не только для того, чтобы себя обезопасить, но и если у вас в доме есть коты или дети. Поскольку могут выключить свет, советуют дома иметь фонарик на батарейках. Тут продаются вот такие большие фонарики LED, батарейку Powerbank, тут есть вот такая даже на солнечных батареях, а также радио, чтобы быть в курсе происходящего, даже когда нет доступа к интернету или к телевидению. Это, кстати, водонепроницаемое радио на батарейках со встроенным фонариком и сигнализацией, которые можно позвать на помощь. А вот это товары, чтобы подготовиться к отключению воды. Вот это мягкая емкость, в которой можно хранить воду или переносить при необходимости. Еще одна проблема при отключении воды – это как ходить в туалет и как сливать без воды. А также во время стихийных бедствий может быть просто не быть доступа к нормальному туалету, поэтому продаются вот такие раскладные туалеты. Почти как обычный туалет, только он пластиковый, вот такой вот, с мешочком. Ты сюда вставляешь пакет для мусора и ходишь на вот такой вот горшочек, скажем так. Возможно, кого-то это удивит, но проблема туалета во время стихийных бедствий довольно серьезная, поэтому здесь довольно большой выбор вот таких экстренных туалетов. Например, вот это набор из пакетов для важных дел, которые смотрятся как пакеты для мусора, а также специальное средство, которым потом важные дела посыпаешь, чтобы они не пахли и быстрее затвердели. Я так понимаю, это что-то вроде песка для кошачьего туалета, только для людей.
Также есть вот такие компактные переносные туалеты для по-маленькому, которые можно использовать не только во время стихийных бедствий, но и если ты застрял, допустим, в пробке. И кто подумал, дискриминация, такие же туалеты есть и для девушек тоже. Вот это женская версия, как написано, более широкая, и в комплекте даже есть туалетная бумага. Из интересного, здесь также есть вот такое приспособление, как пакет, в который наливаешь холодную воду, и через 15 минут она превращается в кипяток, которым можно разогревать еду или заливать ваш рамен. Гигиенические салфетки для протирания зубов, когда нет доступа к воде, а также вот такие большие салфетки для протирания тела, когда нет возможности пойти в душ. И, конечно, еда для экстренных ситуаций, которая может долго храниться, это разнообразные консервы, это консервы смаринованные с скумбрией и даже консервы с карри. Также продается вот такой хлеб в консервах, который может очень долго храниться. Есть несколько вкусов: обычный хлеб со вкусом апельсина и со вкусом кофе. Но в Японии есть не только консервы для черного дня, потому что японцы огромные гурманы. Есть даже вот такие спагетти, которые можно готовить, залив только холодной водой. Разных вкусов есть, с грибами, с сыром. Также есть вот такие супы, которые можно есть не подогрев, и они тоже очень долго хранятся. И, конечно же, разнообразные виды риса, которые можно тоже готовить, только залив холодной водой. Конечно же, вкуснее будет залив это кипятком, но можно есть даже не подогрев. У нас дома тоже есть вот такая экстренная коробочка, в основном в ней еда, а также вода, которая может храниться 5 лет, как написано. Кто знал, что вода может портиться? Я раньше не знала, но вот у нас такая специальная вода, которая может храниться очень долго. И, честно скажу, я сейчас ее пью, и на вкус она как очень мягкая вода из бассейна. Нет, не из бассейна, но у нее какой-то есть необычный вкус, которого нет в обычной воде из магазина. Хотя в составе только вода. Также у нас есть вот такой мисо-суп длительного хранения, который тоже может храниться 5 лет, и его тоже можно готовить только залив холодной водой. Конечно, опять же, вкуснее будет залив это теплой водой, но в крайнем случае можно есть залив просто холодной водой. И в наборе есть специальная тарелочка, в которой можно мисо-суп размешать, и ложечка, поэтому если нет ничего вокруг, можно просто это использовать. Получилась вот такая бумажная чашечка с мисо порошком внутри, и вот такая вот маленькая ложечка. На вкус как обычное мисо, только очень насыщенное на вкус. Вот такое карри, тоже написано длительное хранение для экстренных ситуаций. Карри в таком вот пакетике. Печенье длительного хранения. Как видите, упаковки, они не заморачиваются, когда это для экстренных случаев. Оно все очень простое, чтобы было понятно. Длительное хранение печенья, длительное хранение карри. И, конечно же, рис, потому что без него японцы не могут, а также он довольно хорошо насыщает. У нас есть много разных вкусов этого риса. Есть обычный белый рис, рис с водорослями, что-то вроде плова с курицей, а также плова с креветками, а также вот такой рис с карри. Вот такой рис внутри. Есть ложечка, что очень удобно. Готовить такой рис очень просто. Заливаем рис кипятком или холодной водой, хорошо размешиваем и даем настояться. Если мы залили кипятком, то нужно будет всего лишь 15 минут на приготовление, если водой, то 60 минут, но можно есть. Также вот такой овощной сок, тоже длительного хранения, и смотрите, здесь даже логотип в такой, как каске, типа это для экстренных случаев, если вдруг что-то случилось. Потому что если питаться одним рисом, то тоже ничего хорошего в этом нет, и желательно хоть немного овощей, чтобы было в рационе. И также из любопытства я купила вот этот консервированный хлеб со вкусом апельсина, попробовать, вкусно это или нет. Если вкусно, то купим еще. Поэтому давайте попробуем, какое оно на вкус. Консервированный хлеб. О! Пахнет уже аппетитно. Знаете, на что похоже? На паску, кулич, как это называется? Кексик. Удобно, смотрите, вы вытаскиваете его прямо здесь, бумажка только с этой стороны.
как раз, которая сверху, чтобы вы могли за нее взять. Все продумано. И можно прямо так есть. Ну что ж, итадакимас. И на вид, и на вкус, как кулич, паска. Реально, очень похоже. Не такое вкусное, как бабушкина, конечно, но учитывая то, что это еда для экстренных случаев, мне кажется, великолепная вещь. Еще и хранится 5 лет. Конечно, нет ничего веселого в том, что в Японии стихийные бедствия не редкость, но в то же время японцы живут в этих условиях уже тысячи лет. И за это время они научились, как правильно подготавливаться к стихийным бедствиям и как уменьшать их последствия. Поэтому, конечно, не так, что 0 жертв, когда происходят какие-то большие землетрясения или тайфуны, но оно все сведено к минимуму, и система работает очень слаженно. У многих японцев есть дома экстренные рюкзачки с едой, фонариками, радио, туалетами переносными и так далее. И также эти же экстренные вещи есть и в офисах, где люди работают. Большие фирмы обязаны держать на количество сотрудников экстренную еду у себя в помещении. Также есть специальные здания, куда можно бежать, если вдруг что-то произошло, где тоже есть и экстренная еда, вода и так далее. Япония развивается так, чтобы соответствовать природным условиям, в которых мы здесь живем. Поэтому да, хорошо быть осведомленным и знать, что есть вот такие вот товары, если вы собираетесь жить в Японии. И оно всегда удобно, даже когда просто ты хочешь поесть что-нибудь, но не рамен. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!